Привет всем! Вы заметили? Во время карьеры Тэхёна в высшей лиге за Доджерс несколько вещей привлекли внимание фанатов, особенно тех, кто внимательно следит за ним. Одним из самых обсуждаемых стал видеозвонок Тэхёна с Хысоном Кимом, корейским профессиональным бейсболистом. На первый взгляд все казалось обычным, но была одна деталь, которая вызвала множество домыслов – телефон, который Тэхён держал в руках. Все мы знаем, что личный телефон Тэхёна – белый iPhone, даже фанаты легко узнают его чехол, так как он несколько раз демонстрировал его. Однако во время видеозвонка его фирменного белого телефона нигде не было видно, вместо него был черный телефон. Вот тут-то и появляется связь с Чонгуком. Как многие помнят, телефон Чонгука черный, это заставило многих задуматься, принадлежит ли он ему на самом деле. Основываясь на этой детали, возникла теория, что Чонгук мог сопровождать Тэхёна на специальные мероприятия с Доджерс. Предположение не было надуманным, поскольку менеджер Чонгука был замечен в том же месте до его появления. И если его менеджер был там, Чонгук, вероятно, тоже был там. Это согласуется с тем, что мы видели ранее. Тэхён неоднократно демонстрировал, что им нравится делиться важными моментами, даже если они не всегда появляются вместе перед камерой. Отличительная черта этих отношений заключается в том, что им не нужно показываться лично, чтобы продемонстрировать свою связь. Со временем они стали подавать тонкие знаки, что им нравится общество друг друга, как на крупных мероприятиях, так и в более приватной обстановке. Тот факт, что Тэхён появился с черным телефоном, не своим, но похожим на телефон Чонгука, в сочетании с присутствием его менеджера натолкнули на мысль, что они могли разделить это путешествие и опыт как пара. Хотя официального подтверждения физического присутствия Чонгука на месте нет, совпадения создают интригующую основу для предположений. На самом деле, поклонники Тэхёна привыкли к подобным ситуациям, моментам, когда без необходимости в фотографиях или прямых заявлениях возникают подсказки, указывающие на близость между ними. Важно отметить, что даже без четких изображений значение этих знаков остается неизменным. Тэхёну и Чонгуку никогда не нужно было предъявлять конкретное доказательство, чтобы их связь была заметна подписчикам. За эти годы они показали, что их связь остается крепкой, и они радуются каждой возможности быть вместе, независимо от обстоятельств. Как известно, Тэхён недавно вернулся в Корею. По данным RNX, он прибыл в международный аэропорт Инчхон днем 27 августа, сразу после поворотного момента в своей карьере, своего первого броска на стадионе Доджер. Это событие вызвало много обсуждений, но больше всего внимания в его возвращении привлек его аэропортный наряд. Тэхён был одет во все белое, образ был одновременно элегантным и простым. Такой выбор одежды не остался незамеченным, так как многие сразу подумали о Чонгуке, несколькими месяцами ранее он был замечен в похожем стиле, но в черном. Контраст между ними, черным и белым, заставил поклонников возродить их связь. Это не первый подобный случай, за эти годы фанаты заметили, что хотя Тэхён и Чонгук не всегда носят один и тот же наряд, их стили обычно переплетаются, как будто один дополняет другой. В этом случае, когда Чонгук был одет в черное с головы до ног, его сразу же привлекла идея отношений. Тэхён выбрал белый. Это зеркальное отражение напомнило многим, что между ними была особая связь, которая выходит за рамки очевидного. Это сравнение также вызвало воспоминания о том моменте, когда их заметили в аэропорту, идущими бок о бок, сохраняя одинаковый естественный ритм. В тот момент больше всего поражало то, как они, казалось, без усилий подстраивались под ритм друг друга, демонстрируя близость, не требующую объяснений. Каждая деталь от того, как они смотрели друг на друга, до того, как они ходили вместе, передавала связь, которую было трудно игнорировать. Недавнее появление Тэхёна усилило это чувство, для многих поклонников это было не просто стилистическое совпадение, а способ выразить свою близость без слов. Черно-белые наряды, которые они носили по разным, но близким случаям, были восприняты как нечто символичное, два, казалось бы, противоречивых, но гармоничных предмета одежды. Конечно, не все воспринимают это одинаково. Некоторые утверждают, что наряд Тэхёна никак не связан с нарядом Чонгука, это просто совпадение.
Однако в фандоме Тэхёна идея подобных совпадений всегда была трудноприемлемой. Для них каждый жест, каждое совпадение и каждая деталь в их способе самовыражения имеют значение. Для других это может быть просто мода или личный стиль, но для тех, кто внимательно следит за их отношениями, это молчаливый способ выразить свои чувства. Вот почему, когда Тэхён появляется в белом, сразу же возникает сравнение с черным образом Чонгука. Дело не только в одежде, но и в ощущении, что даже в простых вещах они дополняют и отражают друг друга. История Тэхёна всегда была полна таких моментов, простых моментов, которые для многих значат больше, чем кажутся. И хотя всегда будут голоса, пытающиеся разделить или преуменьшить их значимость, правда в том, что совпадения и связи между ними продолжают всплывать снова и снова, поддерживая живой разговор о том, что они собой представляют вместе. В отношениях всегда существует четкая разница между тем, что делается ради впечатления, и тем, что получается естественно. Когда кто-то пытается привлечь внимание, его действия часто кажутся вынужденными, преднамеренными. С другой стороны, когда два человека по-настоящему понимают друг друга, им не нужно слишком много думать о том, как себя вести. Все течет легко и непринужденно, не нужно никому ничего доказывать. Так случилось с Тэхёном и Чонгуком. Они не пытались создать спектакль или сигнал, чтобы другие заговорили о них, их отношения были другими. Они сблизились, потому что так работала их связь, потому что общие привычки стали неотъемлемой частью их образа жизни. Со временем быть вместе перестало быть просто совпадением, это стало естественной привычкой. То, что они искали друг друга, смотрели друг на друга искренне и бесстрашно прикасались друг к другу, было не просто совпадением. Именно так, шаг за шагом, строились их отношения, пока не стали неотделимы от их повседневной жизни. Когда что-то повторяется многократно и последовательно, это перестает быть изолированным жестом. Это становится общим языком, своего рода кодом, которым, кажется, владеют только они. В случае Тэхёна и Чонгука этот язык передан до мельчайших деталей, как они наклоняются друг к другу, когда говорят, как они реагируют, когда слушают друг друга, или даже в уютном молчании, которое они хранят, когда им нечего сказать. Это фрагменты их связи, хотя многие могут это не заметить, эти отношения демонстрируют близость, которую трудно игнорировать. Один из примеров, который помнят те, кто внимательно следит за их отношениями, это момент в аэропорту, когда их видели идущими рядом. Их не ждали камеры со сценарием в руках, и никто не планировал показывать что-то конкретное. Они просто шли вместе, естественно совпадая в шаге, словно практиковали эту синхронность всю жизнь. Привлекали внимание не броские жесты, а скорее, наоборот, легкость, с которой они приспосабливались друг к другу, демонстрируя доверие без необходимости объяснений. Каждый взгляд, каждый, казалось бы, случайный жест был частью чего-то большего. Это было не совпадением, а проявлением эмоциональной рутины, выстроенной ими со временем. Эта рутина, как признают многие дхэкуки, показывала, что их отношения не зависели от отдельных моментов, это скорее общая привычка, способ присутствовать в жизни друг друга, независимо от контекста. Ключ к связи между Тэхёном и Чонгуком не в одном выделяющемся жесте, а в их совокупности. Именно в совокупности маленьких моментов раскрывается глубина их связи. Иногда достаточно наблюдать, как они наклоняются друг к другу во время разговора, или как их реакции дополняют друг друга без каких-либо сознательных усилий. Интересно, что эта динамика не требует сравнений, хотя они неизбежно возникают. Некоторые, например, упоминают ситуации с фаворитами и то, что они чувствуют друг к другу. Однако дхэкука отличает естественность жестов, он не пытается проецировать то, чего нет, а скорее сосуществование, построенное на привычке, доверии и вовлеченности. В то время как другие могут делиться своими моментами, связь Тэхёна и Чонгука выходит за рамки обстоятельств. Их связь не ограничивается публичными пространствами или сценами, где их могут видеть другие, даже в повседневной жизни, когда нет зрителей, они сохраняют прежнюю невозмутимость. Вот почему так много людей видят в них нечто особенное. Они не просто два человека, которые вместе ради работы или обязательств. Напротив, между ними возникла связь, достаточно сильная, чтобы выдержать любые испытания.